Пожар в московском метро, крупное землетрясение в Азии, есть жертвы. В Турции задержали адвоката Имамоглу. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. В московском метро загорелся поезд. Возгорание произошло на станции Савеловская большой кольцевой линии. Ее закрыли. Белый едкий дым дошел и до соседних станций. Пассажиров эвакуируют. Нет движения по часовой стрелке от Электрозаводской до Хорошевской. Поезда следуют без остановки. В Дептрансе Москвы заявили, что пострадавших нет. На Савеловской работают спасатели и сотрудники метро. Причины произошедшего устанавливаются. Мощное землетрясение в Юго-Восточной Азии. Магнитуда толчка составила 7,7. Эпицентр располагался в Мьянме. Толчки ощущались не только в Мьянме, но и в Бангкоке, где, по данным властей, сейчас находятся около 2000 российских туристов. В столице Таиланда тысячи людей эвакуировались из небоскребов и гостиниц. Там погибло по меньшей мере 3 человека, повреждено более 150 зданий. В городе остановили поезда, не работают метро и обменники. Власти Таиланда ввели в стране режим ЧС. Остановлены авиарейсы, закрылось несколько крупных заводов. Минимум 90 человек пропали в Бангкоке после обрушения вот этого недостроенного здания. 50 пострадали, 7 удалось спасти. По данным тайских СМИ, небоскреб высотой в 30 этажей был готов всего на треть. В нем планировали разместить офис Государственного аудиторского управления. Еще больше пропавших и погибших в Мьянме, которая стала эпицентром землетрясения. В нескольких регионах страны объявлено чрезвычайное положение. Там обрушилось несколько зданий и автомобильный мост, а также монастырь. По последним данным, жертвами стали минимум 23 человека, около 200 пострадали. Цифры меняются по мере продвижения спасательных работ. При этом специалисты ожидают новых авторшоковых толчков, которые всегда следуют за крупными землетрясениями. Добавлю, что толчок ощущался не только в Мьянме и Таиланде, но также в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. В Курской области арестовывают активистов, которые пытаются пожаловаться на местные власти федеральным. Сегодня суд отправил под арест на 12 суток администратора местного телеграм-канала «Глушкова вместе» Сергея Амельченко, который собирался записать обращение к Путину. О его задержании ранее в канале сообщил его брат Валерий. Подъехали ребята в гражданской форме, одежде к дому моего брата по улице Делеглазова, 65. Сначала якобы пригласили на беседу по поводу телеграм-канала. Потом, насколько я знаю, стали резко его заламывать и насильно усаживать в машину. Позже Валерий записал еще одно видео. По его словам, задержан еще один человек, мужчина, который собирался поговорить с депутатом. Собирался на прием записываться к депутату Германовой Ольге Михайловне. Видно уж совсем мы кому-то не угодны, даже боятся наших встреч с депутатами, боятся правды. Мужчину продержали в полиции 4 часа и отпустили, потребовав не задумывать, цитата, «ничего противозаконного». Добавлю, оба задержанных из приграничного Глушковского района. Они критиковали местные власти за задержки компенсации за потерянное имущество, невыдачу жилищных сертификатов, но не призывали к протестам и не требовали увольнений. Впрочем, и попытка пожаловаться Москве довольно бесполезная. В России теперь, видимо, тоже преступление. Минобороны заявила, что российские войска освободили село Гоголевка в Курской области. Украинская сторона это не подтверждает. Ни Генштаб ВСУ, ни местные паблики не сообщали о продвижении российских военных в этом районе. Недалеко от Гоголевки находится газораспределительная станция Суджа, по которой сегодня был нанесен удар. Она практически уничтожена. Россия и Украина обвиняют в атаке друг друга. Российская Минобороны утверждает, что ВСУ ударили по станции Исхаймарс. Украинские СНБО утверждают, что Россия обстреляла ее сама, потому что объект все еще под контролем ВСУ. В то же время украинская компания «Нафтогаз» обвинила Россию в очередном нарушении моратория на удары по энергетическим объектам. В пресс-службе компании заявили, что несколько ее объектов были повреждены после обстрела. Вот что сказал глава «Нафтогаза» Роман Чумак.
Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начинается немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение. В Абакане подожгли офис провластного Народного фронта. За 15 минут выгорела половина помещения. При тушении на месте нашли остатки бутылок, в которых могла быть зажигательная смесь. Полиция возбудила дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Известно, что в этом офисе собирали помощь для участников войны в Украине. Добавлю, с начала войны в России происходят поджоги военкоматов и офисов единороссов. В Стамбуле задержали адвоката Мехмета Пехлевана. Он защищал арестованного оппонента Эрдогана Экрема Имамоглу. Об этом в соцсети X первым сообщил депутат от Республиканской народной партии Туран Ташкын Азер. Несмотря на запрет на массовые акции, в Турции продолжаются протесты. Как и задержание на них. Задержанных уже 1900. Все они обвиняются в сопротивлении полиции, заявил глава МВД Турции Али Ярликая. По его данным, в ходе демонстрации пострадали 150 полицейских. При этом местные власти освободили 7 журналистов, которые освещали протесты, а корреспондента BBC депортировали из страны. Корейские компании могут вернуться в Россию. Часть из них начала публиковать вакансии в стране. Об этом пишет издание Korea Times. По его данным, возможность возвращения в РФ рассматривают автопроизводители Hyundai и Kia, а также производители электроники Samsung и LG. Основной мотивацией называют возможное окончание войны в Украине и рост пошлин на ввоз продукции в США. Автоконцерн Hyundai Motor Group начал размещать вакансии в России. Официально там говорят, что только следят за ситуацией, решения не принимали. Тоже отмечают и в LG Electronics. Там добавляют, что могут возобновить работу в стране после снятия санкций. При этом компания частично перезапустила свой завод в Москве. Samsung набирает людей на заводы и склады в Калужской и Московской областях. Это были основные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале. Здесь еще много интересного. Смотрите другие видео, ставьте лайки, подписывайтесь. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.